Рассказываю последние новости из Либерии. Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это что-то похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа. Я снял человека, который не хотел что-то снимать. В итоге там слово за слово. Собралась толпа, началась драка. И меня немножко эвакуировали. И сейчас я жду полицию, которая должна меня вывести отсюда. И вопрос, что приедет первое? Приедет полиция или толпа возьмет штурмом этот участок? Это история моего задержания в Либерии, которую я уже рассказывал в своих соцсетях. Из-за случайно попавшего в кадр игромана меня чуть не разорвала толпа либерийцев. Саму историю я расскажу чуть позже. А пока хотите посмотреть, в какой стране такое может произойти? Тогда ставьте лайки, пишите комментарии, мы едем в Либерию. Там еще много всего интересного. Либерия – уникальная страна. Она была основана почти на пустом месте в 19 веке. Ее основали бывшие рабы, которые сами почти сразу стали рабовладельцами. В отличие от почти всей остальной Африки, она никогда не была ничьей колонией. Либерию строили по подобию США, но получили одну из самых бедных стран мира. Как так вышло и что в Либерии происходит сейчас? Давайте смотреть. Первое, что встречают в аэропорту, это какие-то люди с палками, которые наводят здесь порядок. Иначе народ не слушается. Название Либерия происходит от латинского слова «свободный». В 1822 году прибывшие сюда темнокожие американцы основали колонию свободных цветных людей. Бывшие рабы возвращались к истокам на материк, с которого когда-то забирали в рабство их предков. В этом их финансово поддерживало американское колонизационное общество и само правительство США, которое выделило на создание Либерии более 100 тысяч долларов. Если верить индексу потребительских цен Федерального резервного банка США, то в наше время эта сумма составила бы 4 миллиона долларов. Для нового государства бывшие рабы прикупили немного земли у африканских племен. В 1847 году американские переселенцы объявили о независимости Либерии. Тем не менее, тесная связь с Соединенными Штатами не прекратилась. Американо-либерийцы не спешили интегрироваться в африканское общество. Они продолжали называть себя американцами, строили религию, законы, общество и политику на традициях дореволюционного американского юга. Переселенцы считали коренных африканцев людьми низшего сорта, поэтому их брали в рабство и забирали их земли. Такое отношение вызывало взаимное недоверие и внутренние конфликты, которые сильно тормозили развитие страны. В 30-х годах прошлого столетия страну, которую основали бывшие рабы, обвиняли в работорговле. На территории Либерии вербовали рабочих на крупные плантации. Лига наций, которая позже превратится в ООН, зафиксировала, что нанятые работники жили в жестоких условиях и фактически выполняли роль рабов, а президент страны и высокопоставленные чиновники получали от этого приличную прибыль. После этого расследования президент Чарльз Кинг и другие причастные к этому чиновники были вынуждены уйти в отставку. Так что создать рай у потомков рабов не получилось. Вместо страны счастья и свободы получилась страна бедности и свободного мусора. Треть всего ее населения живет в Монровии. Это столица страны. Название столицы Либерии – это тоже отсылка к тесной связи с США. Монровия названа в честь американского президента Джеймса Монро, при котором сюда приехали первые освобожденные рабы. Помимо Вашингтона, Монровия – единственная столица, названная в честь президента США. Город сильно пострадал во время 2 гражданских войн. Монровия даже пережила месячную блокаду летом 2003 года, во время которой многие здания и инфраструктура города были практически уничтожены. Нынешняя Монровия похожа на бескрайние трущобы. И вот мы потихонечку спускаемся к трущобам, как это часто бывает. А бедные районы, они располагаются там, где во всем остальном мире располагаются самые дорогие районы, на побережье. Ну и вот, собственно говоря, как устроена канализация. Она просто открытым способом подходит к морю, и там уже, вот видно море, и все стоки, они туда уходят.
При этом вот там вот живут люди, там дома. Вот эта черная вода, это все канализация. И плюс дополнительно сюда еще сбрасывают вот пластиковый мусор. И это все вот естественно утекает в океан. Вот, и эта история, она очень типичная для многих африканских стран, потому что подобную картину можно увидеть во многих бедных странах, где нет никаких очистных сооружений. Ну, естественно, все говно просто самотеком уходит в океан. Ну а вот, друзья, если кто-то из вас переживал относительно пластикового мусора и загрязнения пластиком океана, добро пожаловать на потрясающие пляжи Либерии. Вот у нас тут пальма, и кто-то думал, что здесь будет, я не знаю, пинаколада, шезлонги и зонтики, а здесь просто куча пластикового мусора. То, что вот после небольшого шторма выносит океан, ну и народ, конечно, гадит прямо на пляже. Посмотрите на Сьерра-Леоне, на Гвинею, на другие побережья. Там не лучше, чем у нас в Либерии. Мы, либерийцы, конечно, хотим, чтобы в стране было лучше жить. Но мы не любим свою страну. Люди любят обвинять во всем правительство. Но если посмотреть вокруг, эти же люди мусорят на улице. Как в Либерии станет лучше, если мы сами создаем проблемы? Да, просто жесть, конечно. Говорят, это дождями выносится с улиц города, а на улицах города все эти пластиковые бутылки, потому что народ просто бросает все под ноги. Потом дожди это выносят на океан, все это плавает здесь в океане, и после там малейшего шторма уже выносит на берег. В принципе, вот обычный африканский берег выглядит так. Атлантический океан. А вот здесь может показаться, что чистота и порядок, но нет, это ворота стоят, здесь играют в футбол, поэтому они для себя расчистили тут. Но вот если бы здесь была налажена как-то переработка, если были перерабатывающие заводы, которые покупали бы хотя бы у населения этот пластик, возможно, их надо субсидировать там со стороны государства, выдавать им какие-то субсидии, то люди бы сами вычистили. Здесь очень много, страна бедная, много людей, которые безработные, живут на какие-то гроши просто, и они бы сами весь этот берег вычистили. Оказалось, что некоторым либерийцам горы мусора помогают зарабатывать деньги. Кто этот мужчина и что он там ищет? Он собирает резиновые тапки. Для себя? Или на продажу? Да, на продажу. Он зарабатывает на жизнь продажей того, что находит в мусоре. Вот что я здесь собираю. Нужно найти им пару. А потом помою их и продам. Так я зарабатываю на жизнь. Я не могу найти другую работу. Другой работы нет, поэтому занимаюсь этим. А хорошие шлепанцы вы продаете за 400, да? Если шлепанцы хорошего качества, продаю их за 400, да. Около 600 либерийских долларов в день. То есть где-то $3 в день. Да? Не всегда получается найти целую пару. Он нашел одну такую. Сейчас он ее помоет и будет искать вторую такую же. А вы знаете, что напоминает ситуация с мусором в Либерии? Соловки. Там тоже прекрасный берег был загажен мусором, а местные жители рассказывали, как несколько лет назад на Соловки приезжал парень со своим прессом. Он планировал собирать у соловчан пластик, прессовать его и отвозить на материк. Так он мог бы частично решить проблему с мусором, да еще и заработать денег. Но договориться с чиновниками у него не получилось. Зато во многих других городах России люди открывают свои точки по приему вторсырья. А в подмосковном Реутове один стартап даже тренирует нейронную сеть, которая распознает мусор и помогает решить проблемы с сортировкой бытовых отходов. Возможно, вы сейчас тоже запускаете свой стартап или уже развиваете рабочий бизнес. Значит, вы сталкиваетесь с задачами, с которыми может помочь Точка. Точка — это сервис для предпринимателей, который помогает зарегистрировать бизнес и обслуживать счет, запускать рекламу в интернете, размещать товары на маркетплейсах и находить новых контрагентов. У Точки есть еще много других сервисов. А чтобы получить к ним доступ и открыть расчетный счет, переходите по ссылке в описании к ролику. Вообще мусор — это национальная идея либерийцев. Одни постоянно его разбрасывают, другие собирают, а в городе можно встретить целые мусорные войска. Они врываются в чужие дворы, чтобы их очистить. Такие вот либерийские мусорные войны. Кто это? МСС, городская корпорация Монровии. Они приводят улицы города в порядок перед началом праздников. Рождество уже скоро, поэтому они проверяют, чисто ли на улицах, убрано ли во дворах. Их задача удостовериться, что в городе чисто. Здесь сразу видно начальника, потому что у начальника есть палка, чтобы бить других работников. Все, и народ, начался рабочий день.
И городские мусорщики пошли наводить порядок. А тут народ так не просто убирает, а еще фиксирует все на телефоны для отчета. Это что-то самое невероятное, что я видел от людей с метлами. Просто это какой-то спецназ, военизированные отряды. Военизированные отряды дойга. Так, берем матрас или не берем, решается вопрос. Заберем у них матрас. Так, все, в атаку, в атаку. Вот женщина плачет, потому что на нее тут наезжают. Все, было принято решение забрать у семьи матрас. Женщина плачет. Да, ну и вот сюда подъехала машина. То есть это какой-то действительно мусорный спецназ. Они ворвались во двор, забрали все, что им кажется мусором, очистили весь этот двор. И сюда приехала машина, и они так радостно грузят. При этом у них все происходит. Тут есть несколько чуваков с телефонами, здесь полиция. Я не знаю, это показуха на камеру или всегда так происходит. То есть у них действительно как будто они пришли раскулачивать кого-то. Выглядит это мега странно. Я никогда не видел, чтобы так убирались в городе. При этом, еще раз, там 100 метров отсюда абсолютно засранный пляж пластиком, до которого вообще никому нету никакого дела. У меня есть такое чувство, что это показуха, то есть, видимо, какой-то европейские организации выделили бабло под хорошим каким-то лозунгом «Дадим, сделаем Африку чистой». Выделили бабла местной мэрии, за это бабло нужно как-то отчитываться. Поэтому они взяли этот спецназ дворников, отправили просто в какой-то двор. Все плачут, все рыдают. На камеры просто зачистили весь двор, выкинули какие-то личные вещи, не спрашивая. Забрали у детей там какие-то старые игрушки, матрасы, зонтики. В общем, все, что им показалось старым, они тупо забрали. На камеры все погрузили и уехали. Работа этих людей — следить за исполнением законов о чистоте города. Поэтому они ездят с одной улицы на другую, с компаунда на компаунд. Смотрят, покрашены ли дома, убраны ли во дворах, правильно ли утилизирован мусор. И что, они могут зайти даже на территорию чего-то дома? Это же частная собственность. Да, это частная собственность, но если работает инспекция, инспектор попросит вас открыть дверь и показать ваш двор, чтобы удостовериться, что все чисто. Если во дворе правда чисто, инспектор действительно не имеет права ничего трогать. В противном случае он может забрать мусор, сваленный у вас во дворе. Горы мусора и вездесущие трущобы не удивляют, ведь Либерия входит в число беднейших стран даже в Африке. Например, по данным Всемирного банка, ВВП Либерии входит в десятку худших в мире. По версии ООН, Либерия является одной из беднейших стран мира и самым бедным государством в Западной Африке. По оценкам мировой продовольственной программы, примерно 64% либерийцев живут за чертой бедности. Экономика Либерии пришла в упадок из-за гражданских войн и сопутствующих им экономических санкций ООН. Государственные междоусобицы повлияли на местное сельское хозяйство, которое в 2012 году приносило примерно 36% ВВП. Война также привела к оттоку человеческого капитала и необходимых государству иностранных инвестиций. По данным ООН, Либерия считается единственной страной, ВВП которой напрямую зависит от уровня иностранных вложений. Сейчас экономика страны постепенно восстанавливается. В 2006 году ВВП Либерии составлял всего 1,2 миллиарда долларов, а в 2018 этот показатель перевалил за 3 миллиарда долларов. Либерия обладает огромными запасами железной руды, алмазов и золота. Тут много леса, производит каучук. Местные фермеры выращивают для экспорта кофе, какао, пальмовое масло. Но без помощи международных организаций, вроде ООН, и иностранных инвесторов, здесь не получится наладить стабильное производство. Более 80% населения не имеют работы и живут на несколько долларов в день. Это моя жена. Это наши женщины. Вот на что мы живем. А там наши лодки. На них мы ходим рыбачить в море. Так мы рыбачим. Ну, здесь, кстати, вот забавно. Тут они готовят еду, тут они стирают. А тут у них мусор, и тут они ходят в туалет. Сколько здесь слоев рыбы? 2, 3, 10. 10 слоев? Иногда даже больше бывает. Когда улов больше. Эта женщина занимается рыбой, сушит ее и продает. Я сейчас нахожусь в столице, и это место находится в нескольких километрах от городского парламента, от президентского дворца, от различных международных организаций. Это трущобы.
Здесь на горизонте нет ни одного более-менее нормального, приличного здания. И это очень хорошо показывает вот уровень развития Либерии. Глядя на загаженные пляжи Монровии, становится особенно смешно, ведь Либерия как раз пляжами и славится. По крайней мере, в 2019 году путеводитель Lonely Planet включил эту страну в число лучших туристических направлений за красивые и, внимание, чистые пляжи. Говорят, они идеально подходят для серфинга. Видимо, имеется в виду серфинг по говну и мусору. Люди используют береговую линию как свалку. Ничего лучше здесь не придумали. Сюда сваливают мусор, сюда приходят справить нужду. Ну вот такая вот очень типичная для Либерии картина. Ну и вообще, в принципе, для многих африканских стран, когда мы выходим на берег моря, мы вместо каких-то красивых и сказочных пляжей мы обычно видим просто помойку, свалку, потому что море в Африке используют как отхожее место. Туда выбрасывают мусор. Я сейчас нахожусь просто в деревне, и народ просто на пляж свозит весь мусор. Вы видите, какая здесь помойка, здесь воняет, какие-то животные по этому мусору роются. Но это вот обычная африканская жизнь. Да, к сожалению, об экологии здесь не задумываются. Ну и вот здесь вот около помоечки продают кокосики. А чё это у нас такое? Не надо нас снимать в своем клипе. Нам нужны деньги. Дай денег, Снежок, и мы сделаем все, что хочешь для твоего клипа. Правда, море все-таки много дает Либерии. Речь не только про рыбу, но и про торговлю. В Монровии существует единственный в Западной Африке беспошлинный морской порт. Его построили американцы, которые приезжали сюда во время Второй мировой войны за каучуком для военных материалов. Порт был создан искусственно на острове Бушрот и состоит из 4 доступных причалов. Значительную часть доходов Монровии составляет транзит товаров в другие страны через беспошлинный порт. В мае 2018 года порт принес городу рекордные для него доходы размером в $15 миллионов. В основном отсюда экспортируют каучук и железную руду. Кроме порта в торговле помогает и либерийский флаг. Неожиданно, правда? Вот это флаг Либерии. Он очень напоминает американский, так как первыми политиками здесь были именно переселенцы из США. Одинокая белая звезда символизирует независимую Африканскую республику. В торговом флоте этот флаг является одним из самых популярных удобных флагов. Удобный флаг — это возможность владельцев иностранных судов передвигаться в море под флагом государства, которое за свою историю не имело серьезных международных конфликтов. Если торговое судно плывет под флагом безобидного государства, то ему гарантированы низкие налоги, сборы и минимум формальностей. В 2010 году под флагом Либерии ходили около 2600 иностранных судов. Такую популярность можно объяснить низкими пошлинами, которые, тем не менее, составляют существенную часть доходов государства. Этот парень вас снимает. Ну перестань, ты невежливо это. То есть это заготовка, они, да, сначала они выдалбливают из ствола низ, а потом уже борта лодки добирают какими-то досками. Это вот заготовки на местной верфи. Короче, чувак принимает ставки. Сидит местная букмекерская контора. Такой вот у нее этот супер калькулятор. Так, я не знаю, куда мы идем, но становится все грязнее и мокрее. Кончился дождь, и народ потихонечку включает музыку, и жизнь возвращается на улицы этих прекрасных районов. Правда, жизнь немножко такая теперь мокрая стала, потому что все затопило. С другой стороны, дождь естественным образом смывает все говно с улиц в океан. Это у нас тут уличная торговля. Значит, ну, во-первых, продают DVD-диски, чехлы для телефонов. Здесь прям, кстати, целый развал с этими дисками. Отовсюду орет музыка.
общем, сейчас самое время насладиться местным трафиком. Едут здесь машины не быстро, и иногда, чтобы проехать там 10 километров, нужно потратить часик, а иногда и не один. Полнейший бардак с правилом дорожного движения. То есть народ обгоняет по встречке и вообще как-то плевать хотел на ПДД. Кроме того, какая-то бесконечная торговля вдоль обочин. Ну и, конечно, качество самих машин. Вы тоже видите какой-то непонятный хлам, который в Европе бы отправился просто на свалку прямиком еще лет 10 назад, а здесь все это еще ездит. Кстати, по какой-то причине здесь пользуется популярностью компания Nike, или как правильно произносить, Nike. Вот видите, все эти тук-туки, они рисуют себе вот логотип Nike. Да, по таким дорогам даже без пробок скорость километров 10 в час. Обратите внимание, что здесь можно увидеть старые американские автобусы школьные, которые сейчас используются как автобусы обычные. Вообще здесь довольно много, в том числе и американского автохлама. С архитектурой здесь все грустно, ну, какие-то сараи лепят. Это офис оператора сотовой связи Orange. Там какой-то недострой, какие-то гостиницы. И вот пробки на ровном месте. Ну, потому что чувак решил куда-то выезжать, разворачиваться, сразу встает все движение. Насчет правил дорожного движения здесь особо не заморачиваются. Я сейчас нахожусь в одном из отелей Монровии в ресторане. Так вот, практически все рестораны, особенно если это рестораны хорошие, здесь, как и везде в Западной Африке, держат ливанцы. Это все ливанские рестораны, поэтому здесь можно встретить хумус, различные там ливанские закуски, кебабы и так далее. Практически во всей Западной Африке все, что связано с ресторанами, с общепитом, это все заправляют ливанцы. Это самый центр Монровии. Смотрите, все завалено каким-то барахлом. При этом здесь продают все, начиная от еды, заканчивая какой-то рыбой, старьем. Еще народ так ходит. Здесь вот педикюр делают. Интересно, каково здесь целый день работать, когда тебе этот вот матюгальник постоянно орет. Берег. Тут играют дети. А дети, кстати, играют в футбол на вот этом всем мусоре. Они сейчас тут разбегаются. Но вообще это футбольное поле. И, возможно, в этом мусоре растет новая звезда либерийского спорта. А вот здесь сейчас можно посмотреть, как выглядят дома. Это туалеты, ну, естественно, с сливом все в воду. И вот коридор, где комнаты, дверей нету, полнейшая темнота, вот несколько лампочек работают, светодиодные на весь коридор. Причем я понимаю, что ничего не видно, мне тоже ничего не видно, но мы сейчас идем по жилому коридору, где находятся какие-то десятки помещений, в которых живут люди, много детей, и все вот это вот варится в таком вот котле. А вот тут вот рыбка коптится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, ну здесь прямо улов серьезный. Акулы? Акулы, там марлины. Марлины да. Поменьше, акулы Акулы огромные. А при том, что, видишь, плавники с них отрезали, их даже особо там не выпотрошили. Ох, нифига себе! Ты посмотри. Невероятного размера скат. Так, размах метра 2,5, наверное. Да, и это вот сушильня. То есть, собственно, вот дальнейшая судьба нашей акулки, она примерно вот такая. Они ее разрезают на куски и высушивают здесь. Вот так это выглядит. Но вот здесь проблема в том, что нету холодильников, нет нормального электричества. То есть они бы ее, по идее, могли заморозить, а потом есть и продавать. Но поскольку ни холодильников, ни электричества здесь нету, приходится весь улов сразу, если они что-то не продали, непонятно кому, приходится все сушить в таких вот сушильнях. Вот такие бочки, много-много слоев рыбы закладывается, там может быть 10-15 слоев. И все вот они подбрасывают снизу дрова, и вся эта история
сохнет. Это ванная. Для того, чтобы мыться. Вы приходите, платите и можете мыться. Да, тут вода нагревается. Или что, я не знаю, что. Она чистая? В общем, за 10 либерийских долларов можно холодной водой помыться, а за 20... За горячую двадцатка, верно? hot water. А если нужна горячая вода, то 20 либерийских долларов стоит прием душа. И вот тут чаны. Здесь так довольно интересно, вот эти вот рыбацкие лодки, они стоят буквально на помоях, на всяком мусоре, то, что они сюда выносят, потому что все выносится к воде. И вот здесь вдоль берега эти бесконечные лабиринты из сушилок, каких-то трущоб. Везде стоят эти бочки. На мусорку в Монровии похоже даже кладбище. Здесь, в центре Монрови, есть кладбище, старое кладбище, которое сейчас уже не действует, но это, наверное, одно из самых страшных мест здесь, потому что здесь собираются наркоманы. Это заброшенное здание, где десятки, может быть, не сотни другая наркоманов. Вот, они спят прямо в могилах. Действительно жуткое место. Плюс ко всему сюда свозят мусор, в котором они же потом и копаются, чтобы найти в этом мусоре хоть что-то для того, чтобы заработать на очередную дозу. И вот Здесь они сначала курят, а потом и спят тоже. да, вот они тут Думаю, это их собственный выбор. употребляют наркотики и здесь же спят в этих вот могилах. Как видите, здесь они спят. Здесь лежат их вещи. Они уходят раздобыть денег и возвращаются сюда, чтобы накуриться и поспать. Я чувствую себя очень плохо из-за своей зависимости. Быть наркопотребителем ужасно. Меня столько раз оскорбляли. Меня обижали люди такие же, как я. Просто потому, что я употребляю наркотики. Меня не устраивает такое отношение. А все почему? Потому что в Либерии нет никакого будущего для молодого поколения. Нам, молодым гражданам Либерии, нужны возможности для развития. Чтоб нам обеспечили рабочие места. Знаете, почему я употребляю наркотики? Потому что мне нечего делать. Праздность – мать всех пороков. Сколько человек здесь живет? Много. Если говорить точнее, то 350 мужчин и женщин. Большинство живет в этом здании? Да, там они проживают. А вот это все здание, оно все в наркоманах. Пойти туда нельзя, потому что народ очень агрессивный. Мы туда пытались зайти, но там из-за того, что они обдолбанные, они начали не совсем правильно реагировать. Еще одна попытка зайти внутрь. Не, нельзя. Вы живете здесь? Да, конечно. В силу обстоятельств вынуждены здесь жить. Это место для обездоленных. Для тех, кому больше некуда идти. У вас нет работы. Работы нет ни у кого из нас. А кто-то помогает вам? Никто. Государство? Нет. Нет. Государство нам еще ни разу не помогало. Многие из нас, разумеется, хотят изменить свою жизнь. Но мы не получаем абсолютно никакой поддержки. До того, как оказаться здесь, мы вели нормальную жизнь. И сейчас нам нужна помощь, чтобы вернуться к ней. Поэтому мы умоляем вас помочь нам. Вы просто снимаете нас, а нам нужна помощь. Лично я здесь уже 12 лет, и я не видела никакой помощи за все это время. Все сюда приезжают, смотрят, как мы живем, обещают помочь, но не помогают. Когда государство откроет нам реабилитационный центр, мы поедем туда. Но пока приходится выживать так. А почему некоторые живут здесь, на могилах? Здесь они прячутся, когда в тот дом кто-то приходит. Иногда по ночам приезжает полиция, и чтобы их не убили как преступников, они прячутся здесь, на кладбище, и здесь же засыпают. Меня предупреждают, что можно провалиться, и нужно здесь быть очень осторожным, потому что еще, оказывается, не все раскопали, и можно провалиться. Тела и остатки, все кости правительство отсюда забрало, поэтому есть теперь только могилы, которые вот используют наркоманы как свои дома. Вот самые козырные места — это вот эти вот башни,
которые, видимо, раньше там были охранники. Вот, а теперь там живут люди, и они забираются там достаточно безопасно, потому что можно убрать лестницу. Бороться со своими бедами либерийцы решили при помощи лозунгов на церковном заборе. Заодно и грамотность поднимут. Тут очень интересно. Забор церкви, и на заборе важные послания. Люблю Бога больше, чем деньги. Всякие там семьи, которые молятся вместе, остаются вместе. Вот здесь такие вот, видите, потрясающие просто миниатюры. Добро пожаловать в эту церковь. Вот это такое потрясающее наивное искусство. Вот смотрите. Да, ну разве это не прекрасно? При этом это не нарисовано. Это такое вот рельефное изображение. Чтобы вы не думали, что в Монровии все уж совсем ужасно, я еще покажу вам трущобы поприличнее. Такие трущобы среднего либерийского класса. Центр цивилизации, колонка с водой. Здесь народ стирается, сушит белье и играет в мяч. Кстати, на каждом кранике замок, чтобы кто попало, краник не открывал. Между прочим, девочка, она что-то бодяжит там в какой-то баночке. Дома вон каменные, у некоторых даже есть машины. Так все относительно чистенько, даже нет гор мусора. Вот кто-то приехал на своей тарахтелке. А это вот многоквартирный дом. Happy New Year и Merry Christmas. В принципе, мало чем отличается от какого-нибудь Новосибирска по весне. Народ также прыгает по каким-то шинам, камешкам. Ну, по сложности, для меня лично вообще ничего нет такого страшного. Я был в Новосибирске, я был в Чите, я был в Омске, поэтому и по либерийским трущобам я довольно ловко могу попрыгать. Здесь такая вот роскошная больница, и сразу видно, что это больница. Значит, здесь женщина лечит человека от какой-то зеленой заразы, которую... это краска облезла. Я думал, какая-то зеленый лишай у чувака. В общем, все серьезно, вы понимаете? Вот она, настоящая либерийская жизнь. Рассказываю последние новости из Либерии. Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это что-то похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа. Я снял человека, который не хотел что-то снимать. В итоге там слово за слово собралась толпа, началась драка, и меня немножко так эвакуировали. И сейчас я жду полицию, которая должна меня вывести отсюда. И вопрос, что приедет первое? Приедет полиция или толпа возьмет штурмом этот участок? Только что меня освободили, отпустили, хотя ситуация была несколько раз критическая. Я просто шел и записывал какой-то сторис в Инстаграм, и мы заходим в какую-то дверь, я вообще даже не понял, что это за дверь, с руки стоит игровой автомат, и сразу включаю телефон, потому что мне это особо было неинтересно. На меня сначала кидается какой-то менеджер этого игрового зала, потом начинает нервничать один из посетителей, при этом он не просто нервничает, а он явно больной человек, то есть он прямо супер агрессивно нервничал, прямо супер агрессивно машет руками, повышает голос, и, в общем, это было как так, немножко стрёмно. И они говорят: ты что-то здесь снял? Мой фиксер, человек, с кем мы здесь ходим, начинает с ним как-то конфликтовать, тот блокирует двери, этот говорит, ты не можешь блокировать людей. В общем, они начинают там как-то драться. Не то, что пихаться, так пару раз там друг друга там кинули. И вокруг этого игрового клуба собирается толпа. Вы понимаете, дело происходит в трущобах. Людям делать нехер вечер, а тут какое-то бесплатное представление. То есть все кричат, собирается толпа, и очень агрессивно они себя ведут, что я снял, я не понимаю, почему они нервничают. Ситуация усугублялась, мы пришли какие-то охранники, пришли еще там какие-то люди, и вот эта вот толпа, в итоге приходит не полиция, а какое-то местное управление там по борьбе с наркотиками, что-то такое. И они прячут меня в своем участке. Чтобы вы понимали, это участок просто бетонный, без каких-то особых там дверей, просто бетонное одноэтажное строение. Приезжает менеджер, владелец этого клуба, который уже начинает обвинять меня в том, что я снял какое-то секретное расположение их
автоматов и всего остального. В какой-то момент мой фиксер, он говорит, что это такую вещь, что погодите, какой суд у них завтра самолет? И я такой, начинается проблема. Где-то через часа полтора приехала полиция, и мы на полицейском пикапе сначала поехали до нашей машины, потом на нашей машине все вместе поехали в участок, где начальник их полиции начал опрашивать вообще, что случилось. Сначала выступила сторона обвинения, меня обвинили, что я снял без разрешения человека, что мы спровоцировали там какую-то драку, в общем, кучу всяких этих историй. Но напрягся я в тот момент, когда появился какой-то чувак, который сказал, я адвокат. То есть у чувака из трущоб, который на последние свои $5 играл и делал ставку. Вдруг внезапно появляется какой-то адвокат, плюс один из полицейских говорит, что они хотят пойти в суд. И у меня такая мысль, что если сейчас они там как-то заряжены с этой полицией, то можно остаться там на недельку, на две в прекрасной Либерии, ждать суда, я не знаю, хорошо, если разрешат ждать его в гостинице. В общем, это было немножко стрёмно, но стоит отдать должное начальнику полиции, он оказался классным чуваком. Он очень спокойно, во-первых, погасил всю агрессию, потому что тут народ такой темпераментный, он машет руками, начинает что-то тыкать. Он выстроил очень грамотный диалог, чтобы он не превращался в ток-шоу на Первом канале, то есть, чтобы там никто не кричал, не перебивал, все говорили по очереди, все говорили очень спокойно, и в итоге он дал всем высказаться, и я показал свой телефон, что я ничего не снимал, он зашел в удаленные фотографии, там действительно нет никаких билетов, никаких автоматов. После этого адвокат сказал, ладно, мы не имеем претензий, пусть проваливают. У всего ужаса, что вы увидели, есть и политическое объяснение. Это постоянные перевороты и гражданские войны. Как я уже говорил, Либерия никогда не была под чьим-то гнетом. Хотя в 1914 году европейцы колонизировали 90% Африки, либерийцам удалось остаться свободными. То же самое смогла сделать лишь Эфиопия, но ее в 1936 году оккупировала фашистская Италия, а Либерия и этого избежала. Видимо, без внешних врагов либерийцам было так скучно, что они решили воевать друг с другом. После Второй мировой войны Либерия получила от США займы и превратилась в крупнейшего экспортера железной руды и каучука. Однако любые экономические успехи теряли свой смысл на фоне коррупции и неэффективного государственного управления. К 80-м годам в Либерии сформировалась мощная оппозиция, начались массовые забастовки и беспорядки. За народным недовольством последовал государственный переворот, в результате которого действующий президент и его приближенные были убиты. Власть через сфабрикованные выборы захватил сержант Сэмюэль Доу, которому пришлось добавить себе еще 1 год, чтобы соответствовать президентскому возрасту 35 лет. Сэмюэль Доу правил Либерией почти 10 лет. Он установил в стране диктатуру, пережил несколько попыток государственного переворота. После одного из них сержант Доу под предлогом безопасности разгромил всех своих противников и установил в Либерии комендантский час. Доу убили в 1990 году. Его похитил один из лидеров повстанцев, принц Джонсон. Весь процесс пыток Доу снимали на камеру. Ему сломали руки, кастрировали, отрезали ухо и заставили его съесть. И только потом убили. До сих пор некоторые считают, что предыдущего президента в итоге съели повстанцы. Убийца президента, принц Джонсон, после этой истории успел побывать правительственным сенатором, а в 2011 году даже набрал 12% голосов на президентских выборах. После смерти президента Доу в Либерии началась гражданская война, в которой участвовали разные этнические группировки. Самой сильной была группировка полевого командира Чарльза Тейлора, который в итоге выиграл президентские выборы в 1997 году. По официальным данным, эта гражданская война унесла жизни более 200 тысяч человек. С новым президентом Тейлором либерийцы тоже не увидели мирного неба. В 1999 году началась новая гражданская война, в которой новые повстанцы хотели свергнуть старых повстанцев, победивших в предыдущей войне. Все закончилось свержением и изгнанием Чарльза Тейлора из страны и появлением в Либерии миротворцев ООН. Вторая гражданская война, по разным оценкам, стоила государству от 50 до 300 тысяч человеческих жизней. Чтобы вы лучше понимали суровость гражданской войны в Либерии, я поговорил с одним из ее участников. Джошуа Блай, по прозвищу генерал Голая Задница, был отъявленным отморозком даже на фоне жесткой Африки. Он рассказывал, что сделал первое человеческое жертвоприношение еще в 11 лет. После этого Блай стал жрецом, а после убийства президента Доу возглавил военный отряд под названием «Голозадая бригада». Дело в том, что все бойцы ходили в бой голыми, надев только ботинки. Блай объяснял бойцам, что принесенные в жертву люди делают их неуязвимыми, но только пока они голые. Меня зовут Джошуа Блай.
Я был военным генералом. Воевал на стороне президента Сэмюэля Каньона Доу. Поскольку я был жрецом племени, откуда он родом. Так что, когда началась война, я, как духовный наставник президента, встал на его защиту. Почему вы и ваш отряд ходили в бой голыми? Потому что с духовной точки зрения связь с материей — это помеха. Когда нужно совершить какой-то духовный обряд или когда нужно исчезнуть, одежда будет замедлять этот процесс. Одежда — это материя. Блай рассказывал, что регулярно ел людей, варил кашу из кокаина и вместе с отрядом убил не менее 20 тысяч человек. В 96-м я перестал сражаться, потому что принял христианство. Я читал, что вы совершали человеческие жертвоприношения. Да? Я был жрецом племени, в котором верили, что боги могут связаться с нами только если мы задобрим их. И я задабривал их жертвоприношениями. Общественными или личными, в зависимости от случая. А кого вы приносили в жертву? Вы помните первого человека? Да, это как когда вы болеете, вы идете к доктору и платите ему за лечение. То есть вы несете ему свои деньги, чтобы выздороветь. А тогда люди приносили своих детей как жертву богам. И кроме того, вы ели человеческую плоть. Да. Как часто? Каждый раз, когда приносится жертва. 10, 100 раз. Думаю, более 1000 раз. Можете рассказать о ритуалах, которые вы с отрядом проводили перед боем? Поскольку я жрец, по поверью, мне нельзя было идти в бой впереди. Это бы нарушило мой статус жреца. Так что я проводил ритуалы перед боем. Мы проводили ритуал, где приносили в жертву человека, чистого от грехов. И мальчики, которые должны были идти в бой первыми, должны были выпить кровь этого человека и съесть его сердце. Во время войны в вашем отряде сражались дети. Это правда? Конечно. Сколько им было? Это были дети с 9 до 17 лет. С 9 до 17. Да, до 17. Они получали какие-то наркотики? Человеческая кровь сама по себе обладает опьяняющим эффектом. Сама жертва должна была быть, цитирую, чистой. Так что мальчики из моего отряда не получали никаких наркотических веществ. А вы сами? Я ничего не принимал. Вообще никогда? Никогда. Вы никогда не пробовали наркотиков? Нет. Однако в 1996 году Блае, по его уверениям, явился Иисус. После этого он назвал свои преступления происками дьявола и стал священником. Как вы встретили Иисуса? Я был на передовой, когда вдруг услышал какой-то звук позади меня. Я обернулся и увидел человека, который говорил со мной. Он завис где-то в метре над землей и светился ярче, чем любой свет, который я видел в жизни. Мне даже пришлось уклониться от света. А в этот момент у меня на руках были пятна крови невинного ребенка, потому что мы только закончили ритуал перед боем. Он разговаривал со мной на моем диалекте, потому что английский я тогда плохо понимал. Он сказал мне раскаяться, чтобы избежать смерти. Вот так я увидел его на передовой. Что поменялось в вашей жизни после этого видения? С тех пор я больше никогда не выходил на бой, не совершал человеческое жертвоприношение, я не проявлял никому ненависть, ничего не крал. Я живу по Библии и полностью подчиняюсь ей. Я верю, что я исправился. Конечно, удивляет, что человек, совершивший столько преступлений, служит в церкви, а не сидит в тюрьме. После войны дела в Либерии наладились, и нужно было выбрать между непосредственным судом за военные преступления и комиссией по установлению истины и примирению Либерии, как в ЮАР. По какой-то причине в Либерии решили выбрать комиссию по установлению истины. Комиссия провела расследование, меня допрашивали, и я сказал им всю правду. Так же, как сейчас рассказываю вам. Так что мы все предстали перед этой комиссией.
Кроме того, специальная группа приезжала из Европы и расследовала преступления, совершенные либерийцами. И меня тоже допрашивали на предмет нарушения прав человека. Я и сам был готов предстать перед судом. Я получал и получаю очень много угроз. Мне угрожают смертью. Ну вот как изменилась жизнь человека. Если 30 лет назад вокруг него были мальчики, которые шли вместе с ним в бой и убивали других людей, убивали своих соотечественников, то теперь вокруг него те же самые мальчики, которых он воспитывает в любви к Богу. Так вот кардинально изменилась жизнь человека. Президент Тейлор, против которого воевал Блай, оказался не лучше своего предшественника. Его предвыборным лозунгом был «Чарльз Тейлор убил моего отца, убил мою мать, но все равно я проголосую за него». Вскоре после того, как Тейлор стал президентом, в Либерии началась новая гражданская война. Однако бывшему повстанцу хватило времени и на войны на чужой территории. В частности, Тейлор отвечал перед судом за участие в гражданской войне в Сьерра-Леоне. Считалось, что он вел незаконную торговлю алмазами, добытыми в этой стране, а на полученные деньги поддерживал местных повстанцев. Свидетелем на суде выступала даже супермодель Наоми Кэмпбелл, которой Тейлор подарил мешочек с алмазами. В итоге специальный суд ООН по Сьерра-Леоне приговорил Тейлора к 50 годам тюрьмы. Он стал первым африканским правителем, которого Международный суд осудил после Второй мировой войны. После Тейлора Либерией руководили временные правители, а в 2006-м к власти в стране пришла женщина. Эллен Джонсон Сирлиф стала первой женщиной-президентом в истории Африки. За жесткость ее наградили тем же прозвищем, что знаменитую Маргарет Тэтчер. Президента Либерии прозвали «Железной леди». Она правила страной 12 лет, а свои вторые выборы выиграла, набрав 90% голосов. Также Джонсон Сирлиф получила Нобелевскую премию мира. Когда в 2018 году она покинула пост президента, ее место занял футболист. Джордж Веа, возможно, самый известный либериец в мире. В 1995 году он стал первым африканцем, который получил престижную премию «Золотой мяч». Практически всю футбольную карьеру он провел в Европе, а президентом пытался стать еще в 2005 году, когда проиграл выборы во втором туре как раз Джонсон Сирлиф. Стать президентом у Веа получилось только после того, как Железная леди покинула кабинет. Любопытно, что вице-президентом при нем работает Джоэл Тейлор, бывшая жена осужденного президента Тейлора. Вот такая вот игра престолов по-либерийски. Вообще, африканские города почти всегда выглядят ужасно. Неважно, Каир это или Йоханнесбург. В Либерии большой город всего один. Это понятно, Монровия. Здесь живет треть всех либерийцев. Остальные города по населению не доходят до 100 тысяч человек, да и городов этих немного. Поэтому, чтобы посмотреть, как живет еще 2/3 либерийцев, я отправился из Монровии в деревню. Вообще, мототакси — это, наверное, такой главный транспорт в деревне. Их здесь очень много. И стоит поднять руку, даже если ты на совершенно пустой улице, откуда ни возьмись, вылетает мотоцикл, который готов тебя там буквально за копейки довести до места назначения. Обратите внимание, друзья, как люди защищают свой мотоцикл. Человек купил новый мотоцикл, весь его обклеил вот пленочками, чтобы вот все было надежно спрятано, и чтобы он как можно дольше под этими пленочками оставался новеньким. Ну и вот здесь вся деревня занимается приготовлением маньока. А маньок — это такой корнеплод, наверное, не знаю, самое близкое можно сравнить с картошкой. Вот, но в отличие, если картошечку мы можем просто сорвать и съесть, с маньоком не все так просто, потому что в сыром виде клубни этого растения ядовиты, там содержится цианид, поэтому его нужно оттуда как-то извлечь, поэтому маньок замачивают. Есть различные способы, его могут измельчать, потом тонким слоем высушивать, и тогда все ядовитые вещества, они испаряются, его могут замачивать на несколько дней. В общем, он требует довольно такого несложного, но трудоемкого приготовления, чтобы стать пригодным в пищу.
Маниок, собственно, варят, пекут, делают из него муку, потом пекут из этого лепешки, множество различных способов. И что вообще вы понимали, это растение номер 1 в Африке, потому что 37% всего продовольствия, которое потребляют африканцы, это маниока. Вот особенности местных транспортных перевозок. Берут какой-нибудь убитый внедорожник, какая-нибудь Тойоточка, и нагружают ее до самого верха барахлом. При этом нагружают так, что у них вот потом все идет куда-то не туда. Все. Интересно, как они, видите, используют камень и какую-то деревянную доску для того, чтобы груженную машину вот так вот поставить. Это ваша машина? Да, это моя машина. А что с ней? Эта шина уже была проколота. Я ищу, где еще есть поломка. Он бензин везет. Вообще супер безопасно. То есть чувак ремонтирует задний мост. На камне просто поставил на диск машину. При том, что машина у него просто доверху груженная бензином. Не везде есть бензин, поэтому в некоторые отдаленные деревни бензин приходится доставлять вот так. То есть они покупают бензин здесь, а потом где-то продают его. Они покупают бензин на заправках в Монровии и везут в деревни, где его можно продать. Ну, в общем, этот случай показывает, что безопасность перевозок здесь не контролирует абсолютно вообще никто. Потому что, ну, во-первых, непонятно, как этот хлам можно на дорогу выпускать. Ну ладно, он как-то еще едет. Но то, что чувак загрузил ее доверху бензином, сверху еще матрасы, чтобы ну, то есть там чего только нет, и ремонтирует ее, не разгружая, поставив на какие-то просто камни с обочины, на какой-то диск, просто собирают какие-то непонятные пирамидки. При этом они еще сидят, квасят и бухают, или не знаю, ну, то есть какой-то там алкоголь, это выглядит очень странно. Кому-то повезло, и у них дом на дороге, поэтому здесь можно продавать всякие вкусняшки. Ага, что здесь продается? А здесь продается маслица в таких вот маленьких, поскольку у людей денег не всегда есть, чтобы купить целый пакет, он продается в таких вот небольших пакетиках. Вот. Тут готовится куриная лапа. Куриная лапа в каком-то остром соусе. Мне кажется, там будет что-то невероятное. Looks good. Ну да, такая деревня, кстати, выглядит относительно, ну, по африканским меркам зажиточной. То есть тут, по крайней мере, дома глиняные. Некоторые даже такие основательные. А еще у всех какие-то роскошные плетеные стулья. Это, кстати, кухня. Вот так выглядит кухня. То есть здесь очаг, здесь всякие ступы. Еще они золу отдельно собирают, видимо, используют потом как удобрение. Вот, кстати, по поводу оформления, такое часто можно встретить в Африке. Все дело в том, что довольно высокий процент неграмотного населения, поэтому, чтобы люди понимали, что это такое, собственно, рисуют картинки. Есть вот таблетки, какое-то средство от головы, ну, заодно продается сок. Вот, и человек знает, что это аптека, ну и так далее. То есть ты идешь, и довольно интересный товар. Опять же, то, что нету денег, приходится рисовать их самостоятельно. И это, мне кажется, очень классная такая локальная идентичность. То есть стены магазинов, они не завешены какой-то вот китайской вот этой вот рекламой из клипартов, то, что они понабрали. Блин, я говорю китайский как символ чего-то некачественного. Надо себя исправлять. Так вот, стены не завешены какой-то дешевой полиграфией с картинками из клипартов, а везде искусство. Кроме того, это дает рабочие места местным художникам, которые развивают свои навыки, чтобы находить клиентов и изображать на стенах ассортимент. Фото-видеостудия. И вот посмотрите, что тут у человека были проблемы с перспективой, поэтому, конечно, фотоаппарат он попытался изобразить, ну, как смог. Мы ищем лучший бар в городе. И опять же, обратите внимание, как талантливо художник изобразил ассортимент. Найти еду не так-то уж просто в подобных местах. Я, кстати, когда однажды на месяц поехал в Африку, похудел на 7 килограмм. Вот. Ну вот, вроде какой-то ресторан тут есть, говорят, лучший ресторан в городе. Сейчас посмотрим. Ну, во-первых, здесь красиво. Тут красивые столики, это хозяйка.
Вот. Есть какое-то вино даже и пиво. Есть колыбель, видимо, тут ребенок. Есть еще один зал с телевизором, где вечером, наверное, смотрят футбол и как-то танцуют, и генератор. What is this? Кассава. Кассава, то есть маньок. И в очень остром соусе потом этот катышек ешь. И руками. Ага. Вот корень кассавы. Либерию построили потомки рабов как страну свободы и счастья. Но получилась страна мусора и нищеты. Знакомая история, правда? У нас когда-то тоже бывшие крепостные пытались построить страну свободы, но что-то пошло не так. Правда, будем честны, у либерийцев получилось еще хуже. Не знаю, виноваты в этом годы рабства или что-то другое, но Либерия похожа на нормальную страну меньше большинства других африканских государств. Надеюсь, когда-то гордое название Либерия себя оправдает, и люди тут правда станут свободны, в том числе от нищеты, злобы и желания загадить все вокруг себя. Пока же эта страна беспредела, а не свободы. Кстати, если вы смотрите мой канал, но до сих пор на него не подписаны, это тоже беспредел. Не надо так, подписывайтесь скорее.